Всем привет, и сегодня я приготовлю закуски-снеки, которые максимально удобно поедать во время просмотра фильма. Два рецепта будут крайне простые и доступные, ну а третий уже посложнее, итак поехали. И первым снеком будут луковые кольца. Как ни странно, для него нам понадобится лук, много лука, и берите самый крупный, который только найдете. И теперь каждую из этих луковиц нарезаем на кольца шириной в 3-4 мм. А уже из этих колец убираем самые большие и плотные, которые мы и будем дальше использовать. То есть вот такие тонкие не подходят. Отобрал я в общем все нормальные кольца, и теперь их нужно запанировать. Для этого берем 3 глубоких тарелки, в одну из них разбиваем 3 куриных яйца и взбиваем. Во вторую тарелку высыпаем муку, ну а в третью панировочные сухари. Теперь каждое кольцо обваливаем сначала в муке, потом окунаем в яйцо и в панировочные сухари. И повторяем все то же самое еще раз, только уже без муки. В принципе, кольца можно сделать и другим способом, но он уже посложнее. Для него нам нужно нарезать лук раза в 1,5 толще, чем на те кольца. И теперь из этих кусков мы выбираем только первое и третье кольцо. Осталось отрезать пару кусков сыра, разделить их пополам и засунуть в те пустые места, которые остались между кольцами. Получается вот такое большое луковое кольцо с сыром, его панируем так же, как и предыдущие. Все остальные кольца уже готовы, и теперь их нужно обжарить во фритюре. Но так как фритюрницы у нас нету, то заменим ее сковородкой, на которую выльем пол-литра масла. Ждем, пока масло хорошо разогреется, и отправляем туда наши кольца. Кстати, если вам жалко убивать столько масла, то можно налить всего лишь 1 см и обжаривать наши кольца с двух сторон. Буквально 2-3 минуты, и можно все это вытягивать. Но это для обычных колец, сырные нужно держать подольше. Вот такая горка луковых колец по итогу получилась. Но без соуса все это не то, поэтому сейчас делаем самый простой кисло-сладкий соус. В сотейник или в любую другую тару, в которой мы будем все это варить, добавляем 3 столовые ложки уксуса и 4 ложки сахара. Отправляем все это на самый минимальный огонь и постоянно помешивая, ждем, пока сахар не растворится. Как только все это будет напоминать жидкую карамель, добавляем 3 столовые ложки кетчупа и 3 ложки соевого соуса. В последний раз все это перемешиваем, упариваем пару минут и получаем вот такой глянцевый кисло-сладкий соус. И уже с ним луковые кольца становятся вкуснее в разы. Вторая закуска будет сладкой, и делается она еще проще, чем кольца. Для нее берем орехи, в принципе можно любые, но я буду использовать арахис. Как правило, арахис продается жареным, поэтому не открывая пачку или пакет, начинаем перетирать его в руках. Благодаря этому, когда вы откроете пакет, половина орехов будет уже почищена, а остальные дочищаем, просто сжимая их между пальцами. И для того, чтобы все это было удобнее, перекладываем почищенный арахис в миску. Теперь нам нужно сделать карамель. Для карамели высыпаем 3 стакана сахара и добавляем 3 столовые ложки воды. Ставим сотейник на маленькую конфорку и включаем максимальный газ. И так же, как в случае с соусом, постоянно помешивая, ждем, пока сахар не растает. И как только карамель начнет пениться, сразу добавляем к ней орехи. И все это беспрерывно начинаем мешать. Со временем на каждый из орехов осядут кристаллы сахара, поэтому уменьшаем огонь до минимума и постоянно помешивая, ждем, пока сахар не покоричневеет. И на этом этапе все уже готово, и можно выключать. После остывания получаются идеальные орешки для просмотра фильма. Во-первых, они рассыпчатые, не такие слипшиеся, как казинаки. Во-вторых, не такие приторные, как магазинные. Ну а в-третьих, не пачкает руки, когда ты их ешь. И последняя закуска самая долгая и запарная на сегодня. Это рецепт говяжьих крокетов. И сначала займемся самым долгим, а именно варкой мяса. И так как это говядина, варить ее нужно реально долго, примерно 2 часа на медленном огне. И теперь этот кусок мяса нужно просто максимально мелко нарезать. Убираем мясо пока в сторону и также мелко нарезаем лук. Пересыпаем его на горячую сковородку и буквально пару минут обжариваем до золотистости. Все из заготовок осталось сделать только соус. Для этого бросаем в сотейник кусок сливочного масла и добавляем к нему муку. Как только все это станет однородной массой, вливаем тот бульон, который остался после варки мяса. И теперь еще один долгий этап. Это выпаривание бульона в жесткий концентрат. Ждем, пока бульона станет очень мало, и добавляем к нему мясо. Перемешиваем и выпариваем еще 5 минут. На этом этапе я добавил соль и перец, но лучше поищите и добавьте каких-нибудь более сложных специй. Охлаждаем все это сначала до комнатной температуры, а потом отправляем в холодильник на 30 минут. После всего этого добавляем к мясу тот обжаренный лук и нарежем немного зелени, например, петрушки. Теперь все это нужно перемешать, смазать руки маслом и налепить вот таких шариков. И теперь каждый из этих шариков нужно запанировать. Я это сделал 3 способами. Первый это просто панировочные сухари, второй мука плюс яйцо, ну а третий такой же, как для колец. То есть мука, яйцо и сухари. И теперь по 5 шариков отправляем во фритюр. Конкретно эта партия не получилась, поэтому все оставшиеся шарики я изменил. А точнее изменил сам фарш, просто добавив к нему панировочных сухарей. И благодаря этому оставшиеся 2 партии получились. И по поводу того, сколько нужно их обжаривать. Внутри крокетов заранее все готово, а то есть вареное мясо и обжаренный лук. Поэтому во фритюре держим их буквально 1,5-2 минуты. Просто для того, чтобы сухари стали хрустящими.
Наши крокеты уже полностью готовы, и вот так они выглядят изнутри. Просто чертовски сочная и мясная штука. И пожалуй, это самая вкусная закуска, которую мы приготовили за сегодня. И мой вам совет, если будете готовить крокеты, то делайте сразу много. Просто нету смысла готовить 10 шариков и убить на них 3 часа. Вот таких 3 закуски-снека под фильм я вам сегодня показал. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В принципе, на этом у меня все. Всем пока!